Итак, наверное, ты перешел на это видео, просмотрев вот этот прекрасный видеоряд. Он посвящен истории Paladins, от самого начала до сегодняшних дней. А если нет, то рекомендую к просмотру, ведь оно взаимосвязано с этим видео, а оно взаимосвязано с прошлым. Так вот, ты перешел на это видео с ностальгическими чувствами, и тебе хочется хоть немного, но вернуть старый Paladins, и в этом я тебе помогу. Для начала заходим в настройки, интерфейс, и первый параметр — шкала навыков. Она отвечает за расположение способностей и ультимейта по дефолту в правом нижнем углу. Если ее включить, то вернется старое расположение способностей по центру, а в правом нижнем углу будет отображаться выбранный билд и закуп. Следующий параметр, показывать интерфейс команды, отвечает за расположение твоей и вражеской тимы в верхних углах. Если мы ее отключим, то на месте команд будут отображаться только те, кто ожидает возрождения. И это достаточно удобно. Появляется свободное место. Можно, например, взять Дрогоза и скомбинировать его с прошлым параметром. В итоге у нас будет гораздо больше свободного места, а это может быть преимуществом на некоторых картах. Также есть и минус. Мы не сможем быстро посмотреть, есть ли ультимейт у нашей команды. Но в игре я обычно этим не пользуюсь, потому что постоянно юзаю счет, который у меня стоит на клавише Tab. И уже в нем доступна более подробная информация. Своя и вражеская команда, закуп, ульта. А постоянная информация об этом мне попросту не нужна. И последний пункт — способ ввода голосовых команд. По умолчанию выставлен стандартный, и честно, он мне прям не нравится. Закрывает почти пол экрана, и для меня это неудобно. Следующим идет текстовый. Вот он уже гораздо лучше. Выглядит как старый интерфейс команд, при этом комбинации клавиш новые. Вот его я обычно использую, потому что переучился и уже привык к новым комбинациям клавиш. И последний способ ввода — это старая версия, не рекомендуется. И выглядит она точно так же, как и текстовая. Но вот почему не рекомендуется, сейчас объясню. Помните людей, которые со 100% здоровьем спамили? Сейчас нельзя просто так сообщить, нужно лечение. Это можно сделать только в том случае, если здоровье ниже половины. А в старом интерфейсе эта команда доступна независимо от количества здоровья. Я, конечно, сам не люблю таких спамеров и сразу их мучу, но мне кажется, именно из-за этой причины старая версия не рекомендуется. Еще на официальном канале я нашел вот этот фрагмент. Эффекты, вот их полный список, отображаются в левом нижнем углу. Я перебрал все меню настроек, но так и не нашел параметра, отвечающего за эту возможность. Вот так эти параметры будут выглядеть в английской версии Paladins. И в принципе на этом все. Напоследок давайте сравним интерфейс до и после. Старую запись 2017 года и новую. Я думаю, многим зайдет старый интерфейс, а если нет, то вы можете его вернуть в любой момент. И если ты еще до сих пор не просмотрел видео про эволюцию Paladins, то рекомендую к просмотру. Спойлер, на его создание ушло более 4 месяцев. Ладно, до скорого.